Всех приветствую. Это прохождение игры Ixion на максимальной сложности, а также это спидран и челлендж. Условия челленджа — это прохождение игры, используя один сектор. В процессе игры я буду открывать и другие сектора, но использовать я их буду только для того, чтобы выполнить сюжетные задания, которые невозможно выполнить в рамках лишь одного сектора. Начинаем наш забег. Так, строим дороги. В этом укромном уголку у нас будут располагаться наши начальные постройки. Это будет два цеха, наше хранилище. Металл в первую очередь мы доставляем в наше хранилище, строим еще одно хранилище, оно будет для полимеров. Вот, проводим дорогу мы к нашему доку. В доке мы заказываем два научных корабля и один грузовой. И строим еще 4 хранилища. Рабочий проложил маршрут до следующих коробок с ресурсами. Мы их выбираем на доставку. Переключаем хранилище на доставку металла и проводим дороги к оставшимся коробкам. Не понимаю этих NPC, которые не представляются. Очень странно, что человек, администратор, который оказался на суперсовременной научной станции, не знает, как зовут его членов совета директоров его компании и самого главу. Ну, ничего страшного, бывает. Так, проводим дороги, удаляем ненужные дороги, освобождаем место для научной лаборатории. Вот ее коронное место. Строим следующий док. Не забываем его обесточить, потому что если он построится, у нас не хватит электричества, чтобы обеспечивать все постройки. Удаляем ненужные дороги. Так, и переходим на карту, на космическую карту. Ждем постройки нашего первого научного корабля, который полетит сейчас на первую точку интереса. Корабль отправлен. Долетает, мы берем это задание, возвращаемся для того, чтобы достроить необходимые дороги. Так, коробка мешает. Сейчас разберут и тогда достроим. Давайте разбирайте. Все. Так, коронку разобрали. Так, изучаем дальше миссию. Построился транспортный корабль. Выбираем ресурсы, на которые он будет доставлять. Построилась научная лаборатория. Там выбираем исследования, которые нам необходимы. Выбираем миссию на доставку персонала. Удаляем ненужные дороги, освобождаем место для следующих построек. Это будут еще два дока. Также не забываем их обесточить, потому что электричество у нас очень ограничено. Ждем, когда достроится наш второй научный корабль. И первый уже закончит исследование. Так, первый закончил исследование. Все, собирает очки науки. Второй корабль достроился. Отправляем ко второй точке интереса. Переносим все наши научные корабли в новый док, удаляем старый док и туда же переносим наш транспортный корабль, переключаем хранилище на сбор еды, иначе у нас док не смогут демонтировать, так как там еда находится. Проводим дорогу к входу во второй сектор. Так, во втором построим все доки, мы назначаем научный корабль, ждем, когда изучится теперь у нас шлюз ВКД. Почти готов. Так, шлюз ВКД готов. Все, ставим здание шлюза ВКД. Так, строим, изучаем следующую технологию. Так, корабль прилетел к точке интереса. Мы туда ее отправляем. Транспортный корабль на эту точку с ресурсами. Так, все, шлюз ВКД строится. Корабль закончил сбор научных ресурсов. Отправляем его к следующей точке. Так, здесь мы заказываем, переносим транспортный корабль в следующий док. Строим столовую, не забываем ее тоже обесточить, иначе выключат свет, когда построят ее. Так, все, ждем, когда изучится следующая технология. Это пусковая установка для зондов. Так, готово. Строим пусковую установку. Корабль долетел до точки интереса и выбираем исследование этой точки. Так, отмечаем на полимеры. Так, очередные диалоги с NPC. Так, корабль долетел, доставил ресурс, забираем наш подарок, строим двигатель, строим солнечную панель. Переключаем на автоматический режим ремонта корпуса. Так, сейчас нам
когда построится наша пусковая установка, нам не хватит электричества, поэтому мы должны успеть нашу лабораторию обесточить до постройки, но после того, как она даст технологию. Так, технология появилась, отключаем. Все, построилась пусковая установка, там заказываем новый зонд. Строим фермы насекомых. Не забываем их также обесточить, потому что не хватит электроэнергии. Строим еще одну ферму насекомых, она необходима для выполнения задания. Сейчас мы это задание, дорогу берем и возьмем это задание на постройку 3 ферм насекомых. Его надо выполнить. Также берем задание на постройку жилищных этих зданий для экипажа. Так, построился зонд, отправляем его к точке интереса. Выбираем следующие технологии в научной лаборатории. Солнечная панель построилась, мы вновь даем электричество на необходимые постройки. Удаляем эту ферму насекомых, она здесь была чисто для выполнения миссии, и строим новые хранилища. Взамен старых сюда мы перенесем еду, сюда полимеры, а сюда мы перенесем весь наш металл. Те хранилища, которые первые, мы сейчас с вами демонтируем, они здесь были как временная мера. Так, все, точка исследования интереса исследовалась, отправляем научный корабль и сами перелетаем к Луне. Это необходимо для выполнения сюжетной миссии. Не забываем включить электричество в столовой, иначе скоро начнется голод и люди забунтуются. Строим жилье для экипажа. Так, также проводим дорогу. Здесь будет у нас 3-я ферма насекомых. Так, научный корабль прилетел на миссию. Мы принимаем эти все задания, условия и отправляем туда транспортный корабль с ресурсами. Так, и здесь мы заказываем 3-ю ферму насекомых. На будущее заказываем здесь транспортный корабль, а научный корабль мы переносим в наш обесточенный док. Научным кораблям не нужно электричество в доке, то есть они не возвращаются в него, поэтому доки, в которых они прикреплены, можно обесточить в целях экономии электроэнергии и трудовых ресурсов. Удаляем ненужные дороги. Сейчас демонтируют наше хранилище с остатками ресурсов, привезут. Так, все, удаляем ненужные дороги. Все, достраиваем. И транспортный корабль долетел до миссии. Все, все готово. Все дела наши здесь выполнены. Мы перелетаем на следующее задание. В следующей миссии все отставшие корабли телепортируются на станцию со всеми ресурсами. 7:30. Все, прошли первую миссию. Так, начало второй миссии. Выбираем задания, которые тут по умолчанию. Так, экспедицию на Землю отправляем. Так, отправляем корабль научный к Земле, другой к Уршанаби. Сканируем точку интереса, чтобы попала и миссия, и ресурсы железа. Все. Так, корабль долетает, прочесать земной шар в поисках выживших. Это даст полимеры, они нам нужны больше всего. Так, выбираем пока сейчас долетит корабль, выбираем миссию. Все, долетел. Собираем ресурсы. И 3-й научный корабль отправляем к вновь открытой точке интереса. Достроился зонд, отправляем его к следующей точке интереса и построился научный корабль. Выбираем вот эти ресурсы, удаляем с первого ненужные, все. Так, здесь все изучили. Теперь там можно летать за едой, оттуда доставлять еду. Здесь корабль долетел до точки интереса, также выбираем задание. Так, а этот научный корабль сейчас летит к следующей точке интереса. Если построился зонд, продолжаем открывать точки интереса. Так, вот этот все, изучил первую часть задания, появились полимеры. Так, поэтому мы сразу строим наши солнечные панели. Они требуют для постройки именно полимеров. Мы демонтируем на второй точке интереса сборочную линию, строим 2 хранилища. Не забываем одно обесточить, иначе не хватит у нас рабочих для всех рабочих хранилищ, поэтому выбираем пока только одно. Изучаем следующую точку. Так, доверие у нас уменьшилось ниже 50%, поэтому выбираем миссию на доверие. Так, включаем док, подаем энергию в док, там начинают строиться наши заказанные ранее корабли. Так, здесь этот изучает. Изучаем дальше задание.
Следующий изучает. Также все, заканчиваем эти задания. Да, зондируем следующую точку. Да, зондирование должно происходить именно в определенной последовательности. Если я что-то пропущу в зондировании, это может сбить темп. Поэтому это очень важный момент. Вот именно зондировать нужно в таком порядке, чтобы всегда была работа и у промышленных кораблей, и у научных кораблей, чтобы никто не проставил. Так, здесь мы переносим шахтерский корабль на средний док, а там заказываем транспортный корабль. Так, исследуем следующую точку. Корабли подлетают к Меркурию. Корабль подлетел, собирает очки науки. Второй шахтерский корабль построился, назначаем ему следующие ресурсы. Так, этот собрал все научные очки, летит к Марсу. Так, продолжаем исследовать. Исследуем залежи железа. Здесь исследовали. Исследуем дальше. Подлетает. Так, у нас исследовался завод. Обязательно его строим. Берем миссию на открытие второго сектора. Обязательно ее выполняем тут же. Так, транспортный корабль построился. Он будет доставлять углерод. Следующий источник углерода мы зондируем. Так, этот корабль закончил задание, летит к следующей точке. Этот продолжает исследование на Марсе. Здесь мы выбираем кремний. Этот корабль будет доставлять кремний. Ну и железо, когда закончит доставку кремния. Ненужные миссии выбираем, чтобы они не висели. Так, все, сектор открыт. Люди, которые туда отправились, возвращаются обратно. Задание выполнено, самое главное. Так, следующую науку. Не забываем, чтобы научная лаборатория всегда исследовала. Здесь корабль прилетел к точке назначения и начинает изучать. Выбираем здесь продолжение исследования. Так, народ отправили. Так, здесь мы народ отправили. Включаем все. Теперь у нас хватает людей. Мы включаем наш завод. Завод начинает потихоньку производить металл из руды. Так, построили фабрику полимеров. Сразу ее строим. Так, следующая точка интереса сюда. Зондирование отправляем на следующую точку. Так, науку не забываем, как только одна закончилась, сразу в очередь добавляем следующую, чтобы не было простоя, это очень важно, иначе мы можем сбить темп. Так, строим следующую солнечную панель. Так, зон готов, летит к следующей точке интереса. Этот закончил исследование, собирает очки науки. Этот нижний подлетает к Сатурну, а этот... Нет, этот летит к Урану, этот подлетел к Сатурну. Устанавливаем контакт. Так, нам дали бонус за прохождение миссии по открытию сектора. Так, зон готов на ресурсы. Отправляем на зондирование. Так, не забываем, ничего не забываем. Так, подлетает корабль к Урану, не забываем принять миссию. Так, технология изучилась, сейчас надо нам зайти и продолжить исследование. Ты подлетай. Так, отключаем, здесь осталась одна единица металла, ради нее лететь в такую даль не имеет смысла. Мы отключаем сюда доступ. Так, строим наши аккумуляторы, которые только что изучились. Изучаем следующую точку. Здесь изучили все задания выполнили и улетаем к следующей точке назначения. Сатурн изучен. Так, выбираем продолжение миссии. Так, на Уране тоже изучились. Также продолжаем. Так, строим еще один шлюз ВКД. Он нам потребуется для починки корпуса. Так, выбираем следующее в очередь исследования, чтобы не забыть. Так, корабль у нас летит забирать металл с точки интереса. Остается 3 металла. Тоже игнорируем. Ради 3 единиц металла
Корабль туда лететь не будет, это слишком бессмысленно. Так, подлетаем к точке интереса и начинаем с обыска внеземной надежды. Ее нужно в первую очередь обыскать, чтобы получить технологию черного ящика. Так, здесь уран изучили и продолжаем еще одну миссию проходить. Так, здесь... Так, отправляем на ресурсы. Следуем следующую технологию. Так, шлюз ВКД достраивается. Так, зондируем последнюю точку интереса с ресурсами. И, по сути говоря, больше мы зондировать ничего не будем. Сейчас мы построим зонд и отключим эту постройку, чтобы можно было включить шлюз ВКД. Одновременно их включить нельзя, потому что нам не хватит рабочих рук, и у нас возникнет переутомление, которое может привести к аварии. Поэтому все. Берем задание. Так, отключаем зонд построился и включаем шлюз ВКД. Все, пошел ремонт более активный. И перелетаем, потому что перелет потребует причинит урон корпусу. Поэтому второй работающий шлюз ВКД, он компенсирует эти потери. Да, вон видите, минус 11 у нас отнимается прочность корпуса, но так бы было еще больше. Так, строим хранилище, оно нам потребуется для доставки криокапсул. Так, здесь закончили все миссии исследовать. Так, выбираем следующую очередь. Угу. Так, все, там корабль выполнил задание, этот здесь выполнил, летит дальше. Так, углерод, все, туда 30 единиц осталось, лететь не надо, это лишний углерод, он нам не нужен. Этот корабль нам потребуется, который сейчас углерод доставляет, для доставки криокапсул. Так, на будущее строим следующий завод, обесточиваем и криоцентр также обесточим. Это на вторую миссию будет уже здание. Так, удаляем два аккумулятора, нам нужен сейчас металл, а они нам не нужны. Поэтому мы их удалим, чтобы получить недостающий металл. Выводим из атмосферы, назначаем второй шахтерский корабль, который это вот сделает. Так, проверим, все на месте. Так, ну, пока есть немного времени свободного, ну, займусь обустройством второго сектора. Проведу дороги для начала. Так, корабль все выполнил миссию. Продолжаем выполнение. Так, не забываем про технологии, чтобы не простаивала лаборатория. Строим дороги. Так, все, углерод собрали необходимый. Теперь тот, который возит углерод, будет доставлять капсулы. Они как раз рядом находятся в точке интереса, рядом со станцией. Поэтому нам нужно именно 150 криокапсул. Мы должны контролировать этот процесс, чтобы нам не доставили лишние криокапсулы. Они будут занимать место, и они нам не нужны. Вот, поэтому это нужно мониторить дело. Так, все, последнее задание выполнено. Покидаем станцию. Здесь продолжаем изучать, подготавливаем к установке. Процесс идет.
Капсул 3055 доставлено уже. Капсул. Следить, чтобы не доставили лишнее. Так, уже 80 с чем-то. Так, все, технологии второго уровня открыты. Изучаем сразу технологию именно центра прослушивания. Так, 70 плюс 110. Еще последняя доставка. И все, мы должны снять. Все, снимаем. Все, капсул больше не надо. Все, 150 единиц есть. Здесь все довозят, все ресурсы. Так, обесточиваем. Включаем на хранилище, где металл. Разбираем личное оборудование. И заходим на постройку самого Ксиона. Слушаем диалог. Ну все, ждем, пока миссия выполнится. Пока добываем и доставляем оставшуюся руду железную про запас. Ну и ждем, когда технологии изучатся у нас с следующего уровня. Так, все, двигатель построили. По идее, мы можем уже с этой миссии улетать, но нам нужно собрать оставшиеся очки науки и завершить миссию, чтобы получить ресурсы. Вот эти ресурсы нам очень важны, то есть там 2 электроники, ну, это очень важный ресурс. Поэтому так, разбираем наш шлюз ВКД. Он нам уже не понадобится на ближайшее время. Так, здесь мы возвращаем на старые ресурсы хранилища. Давай, собираем электронику, осталось собрать, и все, улетаем. Все, электронику взяли, все, покидаем миссию. 72 ход. Так, тут же у нас изучились технологию. Центр прослушивания, выбираем следующий. Да, не успеваем. Ладно. Третья миссия начинается у нас с отправки научного корабля до ближайшей точки назначения. Вот, и запускаем зонд к следующей точке. То есть сначала у нас приоритет именно на научные корабли, чтобы они начали заниматься своим делом. Так, в науке мы выбираем вторую технологию. Это апгрейд для научного корабля, чтобы он мог изучить глубоководную планету. Так, отправляем ко второй точке второй научный корабль. Зонд построился. Отправляем его для исследования, зондирования руды с кремнием. Нам она понадобится. У нас будет просадка по кремнию здесь в процессе, поэтому. Так, построился центр прослушивания. Выбираем плотный рабочий график, чтобы больше рабочих у нас могло появиться. И вот поэтому включаем второй сталелитейный завод. Так, выбираем пробудить людей от кресна. Он построился, направляем его на третью точку. Так, убираем здания, которые были до этого построены. Да, они уже устарели на данный момент. Нам нужно их снести, чтобы построить более совершенные здания и освободить место для постройки второго центра, криоцентра. Так, следующая точка у нас пошло зондирование. Корабль отправляем тут же на зондированную точку. Так, продолжаем изучение миссии. Так, выбираем поощрение помощников и дальше все по ветке развития. Так, давайте дома сносите. Так, все, снесли дома, убираем дорогу и еще. Так, этот полетел. Он построился. Не забываем зондировать. Тут видите, какое дело, то что у нас всего один шлюз ВКД, и из-за этого у нас корпус проседает, минус 21 отнимается от корпуса. Вот. И пока у нас работает запуск зондов, мы не можем построить второй шлюз ВКД и отремонтироваться. Поэтому нужно максимально быстро исследовать все точки интереса, чтобы поменять это здание на ремонтное здание. Понятно, да? Так, поэтому быстрее. Никаких простоев. Только зонд построился, сразу летит на центр назначения. Так, здесь продолжаем. Здесь все изучили. Так, собираем очки науки.
Так, снимаем дорогу и строим второй криоцентр. Пока его отключим. С рабочих не хватит, может возникнуть переутомление. Так, изучаем ресурсы, отправляем на изучение ресурсов. Углерод нам понадобится. Так, все, здесь все мы собрали. Здесь собрали тоже все научные корабли. У нас выполнили задачи, отправляются к следующим точкам. Так, не забываем добавлять технологию в очередь исследования. Так, здесь достраивается второй криоцентр. Он построился. Отправляем его к следующей точке зондировать. Так, все, корабль долетел, отправляем. Видите, у нас находится точка интереса за облачностью. Эта облачность убивает любые корабли, которые туда попадают. Поэтому мы сделали такой облет, да, то есть мы открыли ресурсы, направили сначала туда научный корабль, а с них уже полетели за это облако. Так, следующая точка. Новый указ. Все, здесь мы выбираем пробуждать только рабочих. Вот, только у нас очень ограниченные ресурсы, мы не имеем права пробуждать всех подряд, только рабочих. Вот, естественно, из-за этого у нас сильно падает доверие, но это ничего страшного. Так, кремний остался последний астероид с кремнием. Сейчас корабль туда долетит, и он возьмет не весь кремний, он возьмет только 30-16, остается, и мы игнорируем, то есть корабль туда больше не полетит. Это сделано неспроста, потом объясню зачем. Так, здание пока включили мы. Так, исследовалось у нас следующее здание. Оно дает нам стабильность, мы его строим. И строим сразу следующие фермы, потому что сейчас народ будет пробуждаться, потребность в еде возрастет, поэтому мы уже должны об этом позаботиться заранее. Так, здесь мы все исследовали, что надо. Так, тут исследуем, тоже последняя миссия осталась на этой точке. Так, все, тоже задания все выполнены. Так, очередь исследования не забываем. Самое главное, здесь нам не разбудить лишнее количество людей, да, то есть у нас запасы еды строго ограничены количеством наших ферм, и чтобы у нас не появилось избыточное население, чтобы еды хватило, нужно, чтобы пробудилось не более 280 человек, да, то есть сейчас 210 у нас, и надо этот момент контролировать, вовремя остановить пробуждение, чтобы, ну, еду не съели все. Так, все. Так, зонды. Так, следующая точка. Так, да, это его следующее назначение. Это самая нижняя точка исследования, нижняя планета. Так, этот собрал очки науки. Отправляем его на следующую точку. Он готов. Сразу на ближайшие ресурсы отправляем. Здесь уже все готово. Так, выбираем следующую науку. Так, выбираем миссию починить корпус. Мы ее не починим. Так, остановить производство мы не будем ничего останавливать. Мы корпус, конечно, не починим до требуемых значений, но мы должны взять эту миссию. Иначе, если мы ее проигнорируем, народ может тоже взбунтоваться, то, что я безразличен к их чаяниям, да, поэтому берем, но не выполним, ничего страшного. Так, вот мы выполнили миссию, 50 людей пробудили от сна, маленько доверие у нас прибавилось. Так, не забываем электронику на склад поместить. Так, корабль прилетел, и мы назначаем туда корабль, который добывает кремний. И эту точку мы опять активируем. Это нужно для того, чтобы корабль, который будет доставлять ресурсы к точке назначения, при обратном возвращении летел именно на ресурсы с кремнием, забирать их, а не какие-то другие. Потому что иначе он может, траектория его маршрута, попасть в облачность, и он погибнет. Это точка возвращения, так скажем, для него будет. Так, мы здесь бурим лед. Так, 250 человек, это будет тот момент, сейчас 248, 249, 250, все. Мы отправляем 30 рабочих в следующий сектор, начинаем уже более серьезно его осваивать. Да, там дороги построены,
Поэтому пока люди транспортируются, мы строим для них необходимый минимум зданий, цех, 2 хранилища, столовая и дом. Все, люди пришли, процесс пошел. Зондируем все следующие точки. Обещаем пробудить 100 людей. Конечно, мы их не пробудим, но пообещать мы это должны. Так, уже 264 человека. Не забываем, что 280 это мы должны прекратить наше пробуждение, чтобы лишних людей не получить. Собираем ресурсы. Так, здесь все изучилось. Так, следующая точка. Да. Очищаем пространство, собираем ресурсы. Так, 276, еще маленько, и надо будет демонтировать здание. Так, мы не забываем про зондирование, конечно. И сейчас возвращаемся и быстро контролируем этот процесс, чтобы 2 человека и все уничтожаем. Так, уничтожаем здание. Все, оставшиеся капсулы, ребята, извините, но вы оказались лишними. Мы вас затираем и разбираем максимально быстро, демонтируем эти 2 здания. У нас хранилища переполнены ресурсами. Вот, нам нужно металл скинуть в другие хранилища, чтобы быстро демонтировать. Нам нужно место для завода по производству электроники. Да, ставим его. Так, зонд построился, отправляем его дальше. Так, ставим ресурс хранилища на ресурс кремния. Возвращаем все хранилища на исходные их назначения, то есть все, металл. Они нужны были, чтобы быстро демонтировать, чтобы собрать металл с демонтированного здания. Так, исследование завершено. Дальше назначаем. Так, строим аккумуляторы. Это будет аккумуляторы. Туда будет уходить весь избыточный металл. Да, аккумуляторы нужны для завершения финальной миссии, и мы их начинаем уже завершать постепенно эту миссию сейчас. Так, выбираем транспортировку. У нас уже сейчас хранилище металла будут забиваться, и надо уже туда сплавлять металл во второй сектор. Практически корпус уже находится на грани, так скажем, да, то есть минимальное значение, но у нас уже и зондирование практически все завершено. Осталась еще одна точка, и все, и мы это здание демонтируем. Так, все, тут завершили все дело. Так, сюда лететь за кремнием не надо, это далеко, мы игнорируем эту точку. Так, все идет, так. Строится. Все, последняя точка у нас пошла с кремнием, с углеродом, с железом. Все намечается, и быстрее демонтировать, чтобы начать основной корпус. Везде выбираем хранение металла, чтобы как можно быстрее разобрали эту постройку. КД сейчас ставим и начинаем. Давай, считай. Так, все, шифр КД поставили. Так, корабль здесь все изучил, отправляем. Этот корабль нам уже все закончил, и он нам уже не понадобится на этой миссии. Мы его из порта, из дока исключаем и начинаем строить уже промышленные корабли. Так, новый указ, давай принимаем. Так, все, людей пробудили, теперь восстанавливаем, чтобы всех будить от красна, чтобы восстановить доверие. Так, лампочка, так, все прилетело. Все, миссия завершена. Исследование выбираем, не забываем про него. Корабль построился, выбираем на него кремний. Так, чувство КД построился, пошло восстановление корпуса. Так, здесь пора еще заказать аккумуляторов будет уже. Эти все построили. Металл так уберем только сначала все эти лишние дороги. Ну, так, строим быстрее, чтобы металл не, чтобы заводы не застаивались, да, потому что если хранилища переполнится, заводы перестанут производить, а это, ну, это очень плохо.
Так, тут на Ракотанске все, значки науки собрали, отправляем к Гевелю. Так, строим солнечную панель. Да, то есть корпус немножко подчинился. Этого значения хватит, чтобы нам построить времени, чтобы построить солнечную панель, да. Потому что шлюз ВКД, он как ремонтирует корпус, но также он отвечает за постройку внешних сооружений. Поэтому, когда мы строим внешнее сооружение, мы не ремонтируем корпус, и мы получаем урон по корпусу, да. Поэтому... О, видите, минус 56 стало. То есть запустился процесс производства солнечной панели. Но мы успеем ее произвести до того, как эта полосочка уйдет в ноль. Так, здесь мы ставим приоритет. Нам гораздо важнее именно разрабатывать самые нижние ресурсы, потому что мы будем двигаться снизу вверх, то есть от нижней планеты к верху, поэтому нам нужно собрать все, что в самом низу находится. Еще один научный корабль завершил свою миссию. Вот сейчас, кстати, появилось задание на лаборатории, ее сейчас брать нельзя. Это ее взять нужно и выполнить обязательно, но брать ее сейчас нельзя, потому что мы не успеем уложиться в тайминг ее выполнить. У нас не будет места для постройки здания для выполнения этой миссии, поэтому мы ждем, когда у нас центр слежения даст нам последний закон, и мы тогда его демонтируем и возьмем эту миссию. Так, все, Протагор у нас изучился. Мы его покидаем и тут же выбираем в исследованиях изучить сигнатуру Протагора. Так, 5 ходов до следующего закона. 5 ходов с 5.2, 5.1, 5 остается. Все, мы можем брать эту миссию. 5 ходов нам хватит, чтобы получить закон, демонтировать здание и построить требуемые здания по миссии. Да, демонтируем, нам нужно освобождать место. Теперь у нас уже готовится нам к перелету. То есть здесь ресурсы вокруг нашей станции уже заканчиваются и нужно лететь дальше. Поэтому мы уже демонтируем ненужные здания, чтобы построить аккумуляторы, да, для заряда на перелет. Доверие просело. Ну ничего, мы сейчас его восстановим. Сейчас у нас закон уже скоро появится, и мы все это вернем, все доверие. Место освободилось. Склад демонтирован. Строим туда аккумулятор. Да, перелет уже будет у нас в левую сторону, вот планета Мак-Р называется, да, мы туда стартанем. Так, все, мы изучили сигнатуру Протагора. Все, еще один научный корабль у нас освободился, то есть он сейчас находится прикреплен к заданию. Так, последний закон мы принимаем, устраняем это задание, да, и мы вместо этого корабля строим еще один промышленный корабль, шахтерский, то бишь. Быстрее, нужно быстрее его демонтировать, чтобы хватило времени на постройку. Вот это здание, которое от нас требует, мы его здесь строим. Это здание, оно повышает уровень доверия, оно для счастья необходимо. Так, все, еще один корабль построен. Так, мы уничтожаем здание. Так, он у нас будет добывать все подряд. Здания мы уничтожаем, вместо них мы будем строить аккумуляторы. Ну, давайте. Все разобрали. Так, строим аккумуляторы необходимые. Так, здесь все построено, все аккумуляторы уже. Все, металл пошел на постройку аккумуляторов. Да, дается благодарность. Все, мы принимаем и как раз уже доверие восстановили почти до середины. Все. Еще одно здание мы теперь можем снести. Поскольку у нас есть здания, дающие бонус доверию, то мы можем уничтожить здания, которые необходимы людям для жилья. Они, конечно, рассердятся, но здание нам компенсирует. Построенное здание нам это компенсирует, эту просадку. Так, замещаем его аккумуляторами. То есть у нас получится в итоге 6 аккумуляторов. Этого хватит нам для того, чтобы долететь до следующей планеты. И эта планета, она находится уже в зоне, так сказать, в зоне рандома, в зоне пониженной температуры.
что это за зона? Она периодически будет рандомным образом давать нам поломки солнечных панелей. Вот, и нам необходимо будет их чинить. И, следовательно, у нас будет шлюз ВКД задействован именно на эти починки. И будет урон по корпусу, да. Ломание панелей происходит абсолютно случайным образом. За миссию может сломаться 3 панели, может 8 сломаться, может 5. Смотря какие панели в каком ряду сломаются. Одни чинятся быстрее, другие чинятся дольше. Это все влияет на результат прочности корпуса. А прочность корпуса для нас имеет здесь самое главное значение, потому что это главный ресурс, который нам потребуется в следующей миссии. У нас будет, можно так сказать, краш-тест нашего корпуса в начале следующей миссии. Поэтому здесь мы должны сохранить максимальное значение этого корпуса. Так, все, наконец мы стартанули, летим к этой точке. Технология изучилась. Сейчас, так, этот мы лед добывать не будем. Да, все ненужные ресурсы не забываем игнорировать, чтобы не добывать их. Так, мы уже начали замещать наши здания, жилые здания, на самые современные здания. Так, строим последнюю итоговую панель электронную, солнечную. Все, это здание мы сносим, потому что мы заменили одно жилое здание на самое современное. У нас это компенсирует мораль, короче говоря, да. То есть, вот сразу, видите, повредили панель, солнечная панель уже, еще мы не долетели, она уже повредилась из-за того, что мы находимся в этой области. Так, если мы строим хранилище на металл, смотрим, какая панель повредилась. О, начальная, это хорошо, она быстро починится, поэтому ее мы выбираем чинить. Мы сейчас достроили, вернее, достраиваем панель, которую мы заказали в постройке, и следом мы починим ее, да. Ну, видите, пошла просадка по корпусу, 56 единиц у нас отнимается. Так, корабли здесь собирают нижние ресурсы, даже лед собирать не надо, все на металл, быстрее собрать металл, чтобы быстрее нам полететь выше. Так, все работает, хранилища не заполнены, все замечательно, все ресурсы доставляются. Ну а здесь мы строим у нас фермы насекомых. Еще раз напомню, что по условиям челленджа мы ничего здесь производить не имеем права, в том числе еду. Но эти постройки нам нужны не для производства, они нужны для выполнения условий, которые будут на следующей миссии. Там необходимо построить 20 зданий именно пищевого производства, да, поэтому для зачтения мы эти здания уже заранее с вами сделаем. Так, проводим к ним дорогу. И вон, видите, погибают люди постепенно. То есть здесь помимо ломания панель по одному человеку периодически люди погибают из-за тяжелых климатических условий. Так, здесь мы демонтируем наши фермы насекомых, потому что мы сейчас будем переходить на более современный источник питания. Это будет ферма водорослей. Так, строим для этого всего дела мы сначала ледоплавильную станцию, то есть у нас лед, он добылся, 250 единиц находится в доке, он будет перерабатываться в воду, а вода будет использоваться для производства фермы водорослей. Так, почти все собрали корабли здесь, в этой точке. Так, у нас уже забился электроникой производства. Это недопустимо, потому что именно завод производства электроники, который вот сейчас вот производит из кремния электронику, это то, что нас будет сдерживать на миссии. Нам необходимо произвести достаточное количество электроники до следующей миссии. Если завод простаивает, это удлиняет наше нахождение здесь, поэтому не забываем перекладывать со склада электронику с завода на склад. Вот, строим здесь склад для мусора, то есть у нас, видите, склад электроники не ограничен из-за того, что мусора 10 находится на этом складу, и нам нужно хранилище мусора, чтобы его вывести. Так, сейчас мусор будет вывозить, и мы строим уже вверху, у нас строится ферма водорослей. Вкусные, сочные, ароматные, зеленые водоросли скоро появятся на ваших столах. Так, изучаем технологии. Все собрали, ферма строится. Так, склад мы здесь уничтожаем. Мусор здесь тоже является ресурсом, его также можно уничтожить, как другие ресурсы на складе. И мы его периодически уничтожаем, чтобы оно не переполнялось.
Так, все шахтерские корабли наконец выполнили свои работы, поэтому нам они не нужны. Мы их заменяем на производство грузовых кораблей, а сам док, где они находились, мы сейчас демонтируем. То есть этот док нам не нужен. Так, фермы построились. Выбираем плантации. 3 плантации с водорослями мы вот так вот организовываем. Так, сейчас этот разберут. Металл сначала везут на плантацию, это важнее, а потом они так, промышленный корабль, грузовой корабль построился, выбираем приоритет металла. Нам нужно много-много металла сейчас будет. Так, ну один из кораблей мы отправляем на уже финальную миссию, чтобы он доставлял ресурсы для Протагора. Так, здесь собираем, здесь приоритет ставим, чтобы быстрее собрали именно самый нижний. Так, место освободилось, мы заказываем 3-й завод. Опять повредилась солнечная панель, смотрим какая. Нет, эту строить мы не будем. Она самая правая в списке, она будет строиться очень долго. Так, ферму включаем, бак с электричеством. Так, выбираем ачивку панели, чтобы меньше металла расходовалось. И выбираем следующее исследование по списку. Так, металла у нас маловато, сейчас у нас чуть-чуть подкопится, и мы построим все-таки нашу сталелитейную фабрику. Так, все, заказываем ее здесь. Сейчас будут большие поступления железной руды, как поэтому 3-я фабрика нам прям жизненно необходима. И, следовательно, у нас будет очень много металла, и мы в соседний сектор все будем отправлять на постройку аккумуляторов. Так, очищаем от мусора хранилище. Так, все внизу все собрали. Так, теперь приоритетом является уже вот эти нижние, чтобы в первую очередь собрали их. Астероиды с металлом, железной рудой. Так, да, сначала. Ну, приходится периодически манипулировать, чтобы они впустую не летели, чтобы они собрали с одной точки, а потом приоритет резко поменялся, они полетели на вторую, чтобы не летели назад на станцию. Так, с едой, просадка, мы снесли все фермы, и новая ферма еще не успела нам произвести. У нас как бы люди сейчас начнут возмущаться, что нехватка еды. Но мы успеем произвести нужное количество, поэтому фермы водоросли, они очень результативные. Так, все, ферма произвела очень много еды. Так, а мы как раз перелетаем к следующей точке. Здесь нам уже делать нечего, чтобы быть поближе к нашим новым ресурсам. Так, 3 завода сталелитейных работают, поэтому быстренько строим аккумуляторы, потому что сейчас с металлом, со сплавами у нас будет переизбыток. Не забываем, чтобы его использовали по назначению. Так, все, это последняя ферма насекомых нам уже не нужна. Да, то есть у нас ферма водорослей полностью уже теперь решает все проблемы. Так, и за место этой фермы мы ставим средний склад. На нем мы будем хранить наш лед. Так, все, остатки здесь дособирает сейчас. Все ресурсы здесь уже внизу почти собрали. Так, значит, нам необходимо с вами накопить 14 единиц электроники. 7 у нас есть на складе, 5 есть у нас на самом предприятии. 12 еще 2 единицы, и мы демонтируем наш завод электроники, он нам больше не нужен. Строим второе жилище, самое продвинутое автоматизированный комплекс. На него уходит 1 единичка электроники, соответственно, нам нужно будет не 2, а 3. 3, да? А, нет, все равно 2 ее произвели, да? 6 плюс 6 12, плюс 2 14, вот, да. 2 единицы производим, и в принципе все, мы его отключаем. Не забываем про приоритеты в сборе ресурсов, да, то есть самые дальние нужно собрать быстрее.
Ну и сразу сюда летите. Так, какая следующая? Это уже плохо. А, на грани электричества, ну, что делать? Придется чинить среднюю. Она чинится долго, и заплатим за это здоровьем корпуса. Ну, ничего не поделать. О, так вот, да, все, еще одна перегрузка. Построили здание, и как раз единицы перегрузки хватило, чтобы выключить свет. Но, в принципе, здесь у нас достроилась, починилась солнечная панель. Энергия восстановилась. Ну и сейчас мы демонтируем наш завод, это еще даст энергии, сопоставимой с выработкой одной солнечной панели, да, то есть мы как бы будем иметь некий резерв прочности по панелям. Так, летим уже к последней точке назначения. Так, да, не забываем построить для выполнения задания вот эту трубу за 60 полимеров. Так, показывает видеоролик, мы его проматываем. Тут ничего. Так, все почти собрали. Электроника, последний цикл производства остался. Давайте, все, трубу построили. Все, мы можем продолжать. А, нет, только строят, да, мы не можем продолжать, сейчас его построят. Здесь уже все, кремний нам не понадобится. 30 кремния, которые остались, нам уже там не нужны будут. Так, все, 14 единиц есть. Переставляем на электронику, доставляем электронику на склад, возвращаем еду. Так, все завершили. Доставляем последние необходимые ресурсы. Так, все, завод демонтировали, и мы заменяем его средними складами. Нам нужно будет очень много средних складов. Смысл их в том, чтобы собрать все криокапсулы, которые мы сейчас имеем на точке нашего нахождения. Здесь 900 криокапсул, это очень много, и очень много места для этого надо. Эти капсулы нужны для прохождения следующей миссии. По условиям следующей миссии нам необходимо будет пробудить 2000 людей от криосна. А 900 капсул у нас уже будет в запасе с этой миссии, да, нам не надо будет их собирать в следующей миссии, поскольку у нас уже они будут готовы, да, то есть все заранее мы это дело планируем. Так, все ресурсы мы переносим на наши средние склады, которые строятся, второй склад достроился, а эти ресурсы мы демонтируем, ну, в последующие замены на такие же средние склады, средние хранилища, вот. Так, уже потихоньку начинаем перевозить криокапсулы, потому что уже время миссии на исходе, мы уже должны в ближайшее время завершить. Так, удаляем аккумулятор оттуда, удаляем последнее хранилище. Так, все, криокапсулы начали доставлять нам на станцию. Здесь мы убираем дороги, и нам нужно будет построить еще один жилой комплекс, потому что по условиям задания у нас должно быть минимум жилой площади. Если мы его не построим, мы это задание не выполним, поэтому заранее строим жилой комплекс, строим последнее 4-е хранилище, среднее, точнее 5-е даже. Так, все, туда криокапсула помещается. Здесь мы тоже убираем ненужные нам уже хранилища и ненужный нам аккумулятор. Здесь у нас будет место под центр просушивания. Мы его снесли, но мы его снесли временно. Там еще есть законы, которые нам потребуются в дальнейшем. Так, здесь уже переполнение. Удаляем ненужное содержимое. Металла очень много у нас уже, надо будет его в соседний сектор отправлять. Здесь все построилось, да, надо скорее, чтобы металл туда вывозили. Все застраиваем аккумуляторами, дорогу проводим, чтобы туда рабочий доезжал. Так, все, миссии мы выполнили, теперь все у нас грузовые корабли доставляют криокапсулы. Строим с запасом аккумуляторы, чтобы потом не отвлекаться на это дело. Так, убираем дорогу и здесь строим
центр. Так, 183 капсулы остались, почти убрали. Так, все, здание мы сносим. Все, вот почему нужен корпус. У нас будет, возвращаемся опять к одному шлюзу ВКД, то есть чинит только один шлюз. А поскольку нам нужно здесь пусковую установку для зондов разместить, как раз под конец миссии, чтобы успеть к следующей миссии построить зонд. Так, все, покидаем. У нас доставляются люди, доставляются криокапсулы. Как раз за это время должно построиться пусковая установка и запустить производство зонда. Так, осталось 67 человек довести. Так, пусковая установка у нас практически завершена. Заказываем зонд. Последние люди у нас уже почти прибыли. 4 человека, давай, все готово, все. Так, зонд наполовину построился. Да, все, можно стартовать, полетели. Так, корабли сразу меняем на научные. Транспортные корабли меняем на 2 на научных. И все, завершаем прыжок. Четвертая миссия начинается, и начинается она с того, что мы в первую очередь сканируем ресурсы, необходимые нам для добычи, и корабль тут же идет к точке интереса. Вот. Поскольку он находится на задании, мы этот научный корабль можем из дока исключить и заменить его на более полезный корабль в данный момент. Не забываем, что нужны еще шахтеры, да, то есть у нас получается, что второй док у нас будет шахтерский, ну и один транспортный корабль. Зонд готов, зондируем следующую точку интереса. Обратите внимание, что прочность корпуса очень сильно проседает, минус 35 у нас повреждения наносятся. И пока мы не исследуем все точки интереса, мы будем иметь большую просадку. То есть, по сути говоря, здесь, ну, такое своеобразное испытание на прочность, да, проходим. То есть, почему так важно было сохранить максимально в здоровом состоянии корпус на предыдущей миссии, чтобы успеть все сделать. Так, исследуем стойло. Так как у корабль на миссии находится научный, мы также его исключаем и выбираем туда шахтерский корабль. Проверяем, кто что доставляет, все в порядок. Так, исследования ведутся. Ну, зонд готов не моментально, нужно просто в ту же секунду запускать, чтобы каждая секунда здесь очень важна. Политику туда мы не будем менять. Берем бессмысленную миссию. Так, все, завод мы сносим, то есть 3 завода, нам нужно будет только 2. И предпоследняя точка интереса еще, да. То есть здесь у нас потихоньку задание выполняется. То есть смысл в том, что мы сейчас должны подготовить все условия для максимального быстрого пробуждения людей ото сна. Да, то есть для этого, во-первых, нам нужно место, почему мы сносим один сталелитейный завод, почему мы сносим вот этот домик. Они уже не нужны, а место прямо жизненно важно. И заполняем это пространство. У нас будет аж 4 криоцентра, чтобы производить массовое пробуждение людей. Исследуем тотальный контроль. Он нужен для улучшения доверия. Все, последняя точка готова. Быстро сносим. Все ставим на металл, чтобы разобрать максимально быстро. Потому что еще надо успеть построить, демонтировать, построить. Это все доставить ресурсы и только потом построить. Короче говоря, это очень такая задача. Ага, все строится, второй шлюз заказывается. Ну, думаю, тут по времени мы уже успеваем. Здесь исследование. Последняя миссия осталась для научного корабля. Так, здесь все заказано, все строится, все доставляется. Так, забастовки скоро уже начнутся из-за такой просадки доверия. Просят миссию, это хорошая миссия, мы ее берем, мы ее заодно выполним. Восстановить корпус до 50%, ну, не вопрос. Это мы успеем.
Так, все там все добыли, едут другие места. Так, собачка у нас на борту, все, мораль немножко восстанавливается, доверие повышается. Ну, в минусе все равно, но уже не так сильно. Так, все, прокладываем дорожки. Скоро мы получим задание, именно связанное с пробуждением людей, поэтому все нужно успеть подготовить к этому моменту, чтобы максимум успеть. Закон пока мы принимать не будем, но будем иметь в виду, что уже готовы. Так, проходим зону. Так, что у нас тут? Так, очищаем склад от мусора. Так, криоцентры не забываем отключить, пока они нам не нужны. Так, нам сейчас не хватает одной электроники. Я забыл, что нужно еще одну электронику нам забрать из здания. Да, здание нужно. Так. Это сейчас потом. Сейчас есть поважнее задания. То есть нужно уже научные корабли возвращать. Они заканчивают свои задания и отправлять их на другие точки. Поэтому шахтеры пока у нас идут домой чай пить, а научные корабли со своих точек они уже... Вот, получаем сюжетную миссию. Так, здесь у нас уже тоже завершили. Угу. Все, собирает очки науки. И потом уже улетает. Так, все, включаем свет, Ага, вот электроника, да, по которой я забыл. Сейчас ее доставит. Одну единицу. И начнется стройка третьего. Так, склад уже не нужен. За место на него нужно будет ставить еду. Потому что люди сейчас будут прибывать в очень большом количестве. И нужно как количество еды на их обслуживание, так и большее место в столовых. Потому что столовые тоже ограничены. Изучаем технологии криоцентра на скорость пробуждения людей. Все, научные корабли у нас полетели на свои задания. Прилетел корабль. Выбираем это его задание. И второй заодно прилетает. Все, корабли опять прикреплены к точкам заданий, поэтому мы их опять отсюда исключаем и ставим нужные нам корабли. Ну, пускай шахтерские будут. Переселить просят 100 человек, не проблема. Берем 100 безработных и переселяем их во второй сектор. Ага, опять с багом построилось, нет электричества. Выключаем, включаем свет. Все, баг исчезает. Так, не забываем проводить исследования. Так, еду. Теперь мы создаем запас еды во втором секторе, потому что уже готовимся к открытию следующего сектора. Это нам необходимо по условиям нашей сюжетной линии. Так, все, 100 людей переселились, мы их теперь переселяем обратно, они тут не нужны. Все, миссию выполнили, нам зачли и спасибо. Везуйте обратно. Да, мораль подправить надо. Нет, ладно, потом мораль подправим. Давайте все-таки сначала на главную миссию, на темп. Темп ускорим. Да, забыл железную руду поставить на прием, поэтому сейчас сырья не хватает, заводы начали простаивать. Ну, что тогда забудешь обязательно, никуда без этого. Источник желтых частиц изучаем. Так, изучилась следующая миссия. И, конечно же, следующий по счету обязательно на доверие, потому что с доверием прям беда происходит. Можем получить лут на корабле. Хорошо. Так, людей переселяем во второй сектор. Они нужны для открытия третьего сектора. Там 40 человек по условиям открытия у нас должно иметься, поэтому их туда отправляем. О, все. Так, доверие восстановилось. Дефицит пищи ставим, потому что с пищей будет очень большая беда у нас. Сразу ее ставим. Так, все, люди доставлены. Ставим на открытие. Здесь даже не столько с пищей проблема, сколько с принятием законов. Мы обязаны принять законы и снести это здание, чтобы построить аккумуляторы. Если мы не успеем принять, там просто будем сидеть, ждать, когда этот закон примется. Поэтому я даже не из экономии пищи это делаю, чтобы быстрее это здание выполнило задачу.
Железная руда поставляется. Процесс выплавки идет. Капсулу времени открываем. Так, здесь вот готово. Все. Все, не покидаем, не покидаем. Оставляем корабль на орбите этой планеты. Иначе, если он сейчас ее покинет, у нас шторм будет приближаться к нам ближе и перекроет нам ресурсы, которые еще не собраны. Мы потеряем к ним доступ. Так, ресурсы уже собраны все. Поэтому шахтерские корабли нам уже не нужны. Теперь нам нужно эти ресурсы просто доставить на нашу станцию. Так, дело стало свободным. Так, всё. То есть выбрали туда доки все свободные корабли. За капсулами, за криокапсулами пока лететь не нужно. У нас их достаточно. Так, включаем движок. Увеличиваем скорость, быстрее долетим там до пункта назначения. Ну, это на будущее, пока это не нужен, но заранее, чтобы не забыть. Так, осваиваем с вами следующий сектор. То есть здесь мы строим минимальную инфраструктуру. И здесь необходимо будет построить нам аккумулятор. То есть условия задания здесь подразумевают наличие запаса энергии во всех 4 секторах. Поэтому нужно здесь сделать аккумулятор и дальше открывать последний сектор, 4. Собираем весь металл, все железо. Так, новое на будущее. Сейчас все апгрейды делаем именно на еду. То есть здесь очень хорошие, сильные апгрейды, которые уменьшают потребление пищи. Ну, там что-то раза в 2, по-моему. Обязательно их проводим. Доверие совсем, да, худо. Ну, восстанавливается, ладно, положительно. Так, значит, не выпадала миссия такая, ничего. Нет, ну, построим, ладно. Ничего мы, конечно, не построим. Но... Так, все, последний закон. Это все гибкий график. Мы выбираем. Все, здание больше нам уже не пригодится. Строим аккумуляторы. Да, кстати, у нас сломанная панель. Желательно бы ее тоже починить, чтобы быстрее накопление энергии происходило. Так, все, здесь все дороги построили. Все это собираем. Остаточные ресурсы. Аккумулятор не забыть построить. Так, еду доставили. Металл все, но теперь людей туда надо отправить. И, в принципе, все готово. Так, углерод никуда не возят. Не работает фабрика полимеров. Забыли на доставку углерода поставить склад. Ну ничего. В принципе, успеем все добыть и переработать. Так, все, людей из сектора 1 в сектора 3 переводим. Только рабочих. Обязательно. Не всех подряд. Так, технология так исследована. Все, продолжаем технологии пищевой промышленности изучать. Ну, здесь уже все построили. Строим следующую партию аккумуляторов. Все еще нет, еще нет, ничего не будем. Вам сделали это самое гибкий график, а вам еще и еды, да, и график, ну вообще. Так, все, тут добывает, люди пришли, открываем следующий сектор. Так, все, тут завершили, тоже пока не покидаем, потому что вот внизу единичка железа, на туда корабли летят, иначе корабли все погибнут, их облачность накроет и все. Это недопустимо. Так, фермы-то. Так, все, теперь фермы, построенные, нам уже не нужны. Нам зачли постройку 20 зданий пищевой промышленности. Мы их демонтируем. Берем и будем на этот металл строить аккумуляторы. Так, все, завершающий 4-й сектор.
Все там ставим, что нам требует, и аккумулятор тоже. Все, металл собираем. Отсюда людей мы уже можем вернуть обратно, они здесь не нужны. Галактическая кухня изучается. Что-то с едой какая-то проблема. Ну, решим, не проблема. Так, полимеры некуда сгружать. Даже где углерод, туда же и полимеры поедут. Так, все ресурсы внизу собрали. Мы можем потихоньку заканчивать миссию, возвращать научные корабли обратно. Вон, видите, сейчас раз, и облако туда чик съехало. Так, здесь также покидаем. Люди вернулись. Так, что там в конечном секторе? Все построили. Все, люди тут тоже не нужны. Возвращаем их в первоначальный сектор. Изучение идет, исследование идет. Эти здания разбираются. Заказываем еще аккумуляторов, чтобы потом в спешке это не делать, чтобы пока есть время. Так, галактическая кухня изучилась. Космический плов сейчас пока нельзя изучить, нужно еще промежуточную технологию. Так, все, готовим перелет. Нужно много энергии, чтобы долететь сквозь всю эту пругу. Вот. Корабли все в доке, все, летим. Видите, как через сквозь какую облачность надо лететь. Обратите внимание, что просадка по корпусу сейчас ужасная. От станции летят просто болты и гайки в разные стороны. Сейчас вся эта конструкция в полете разлетится. Вот. Но в этом есть определенная логика. Нам нужно место для пусковой установки зондов горловой. Ничего страшного. Вот. Итак, полоска неумолимо падает. Так, не забываем заранее готовить научные корабли, там они понадобятся нам. Так, здесь капсула заканчивается. Поставим один корабль на доставку капсул. Он вылетел и сдох. Ну ладно, давай. Так, все, 0. Осталось 0 жизни. Но когда у нас полностью полоска исчезает, мы не уничтожаемся. Поскольку это первый раз произошло, мы получаем очень серьезный выговор за это. И задание решить эту проблему за 30 ходов. То есть на 30 ходов я получаю бессмертие. Этого времени вполне хватает, чтобы мне долететь, решить все свои проблемы и восстановиться. Нельзя, этот скрипт, он работает только один раз. И если бы где-то у меня до нуля в других миссиях дошла эта полоска, то скрипт бы сработал раньше времени. Второй раз он не выпадает. Второй раз ты уже просто погибаешь. Вот, поэтому я берег этот корпус именно для этой цели. Вот здесь он нужнее всего. Все, просадка сидит, но нам плевать на эту просадку, уже плевать на этот корпус. У нас 27 ходов, чтобы это все решить. Так, так, шахтеры нам нужны. Да, начинаем осваивать, добывать ресурсы. Железо, конечно же, железо в первую очередь нам нужно. Нам нужно теперь только железо, то есть все остальное, углерода нам хватит. Кремний нам не нужен больше. Мы электронику произвели в том количестве, которым она на все прохождение игры достаточно. А железо, да, железо нужно нам достраивать аккумуляторы. Так, все, изучаем миссии, все. Так, все, там появились криокапсулы, быстрее собирать. У нас, видите, закончились криокапсулы и не работает. Остановился процесс пробуждения, понимаешь, темп теряется. Я немного не рассчитал, надо было все-таки там подобрать криокапсулы в той части карты. Я поторопился. Ну, когда торопишься, тут можно забыть. Ага, изучаем все эти порты, заброшенные. Так, все зондирования мы провели. Поэтому можем вновь строить шлюз ВКД и ремонтировать свой корпус. Так, все, космический плов изучаем, и на этом с едой у нас будет полный порядок. Больше еды нам не надо.
потребление будет уменьшено раза в 3 или в 4, и, в принципе, одной фермы хватит. Так, обезвредить ракету обязательно, и только обезвредить. Нам нужна эта технология. Так, капсулы быстрее, быстрее, максимально быстрее заполняйте криоцентры. Так, полимеров тут уже у нас тут почти 200 единиц. Скоро надо будет их использовать. Корабль научный. Закончил миссию. Так, все, покидать. Ну, покидать пока рано, то есть еще очки науки надо собрать, потому что если сейчас нажмем покинуть, а в доке нет места, он просто вернется на станцию. Поэтому нам нужно убрать другие корабли и вместо них вернуть опять научные. Ну, пока это подождет, пока он собирает очки науки, это не к успеху. Так, да, не забываем про анализ этих. Ну и теперь мы в научной лаборатории изучаем все, что связано с корпусом, с починкой корпуса. То есть 2 шлюза ВКД это, конечно, маловато, но дополнительные исследования, они помогут нам лучше чинить корпус. Больше очков починки будем получать за ход. Так, все, здесь этих все покидаем. Корабли научные у нас в доках, поэтому все, мы их перенаправляем. Так, этот еще не собрал, поэтому этот на эту миссию полетит. Нет, на дальнюю. А этот, наверное, на ближнюю. Это он как раз соберет, и чтобы они одновременно. Так, собирает 3, 2, 1. Все, летим на следующую точку. Так, что еще? Так, по условиям миссии нужно получить 5 единиц энергии в запасе, поэтому пришлось такой странный ход выключить здание и включить, чтобы зачли. Теперь осталось только пробудить людей. Так, включаем миссии. Так, технология изучилась. Включаем следующее. Чиним корпус. Чтобы побыстрее выполнить задание, вот восстановить корпус, 12 ходов осталось. Ну, 10 ходов нужно продержать его на положительной отметке. 12 ходов мне хватит. Так, ошибся, не там поставил. Чем дальше? Еще одна технология готова. И последняя в этом списке. Уже тогда будем чиниться как надо. Покидать мы здесь ничего не будем. Эти корабли уже на этой миссии использоваться не будут, научные. Поэтому они остаются на своих точках прикрепленные. К сожалению, мы не можем посмотреть, сколько людей нам пробудить осталось. Иногда почему-то эта миссия багует. И вот в левом верхнем углу, где список миссий, да, должен быть таймер, и написано, сколько пробуждено, а сколько еще осталось. Ну, почему-то он иногда не появляется. Поэтому о том, сколько осталось людей пробудить, я догадываюсь чисто по таймингам, по циклам, да. То есть я понимаю, что где-то 300-й, 306-й цикл, да, это обычно я достигаю этой отметки. Поэтому, ну,
Неудобно, конечно, ну что поделать. Так, 4 единицы ресурса там осталось, мы ее игнорируем, эту точку. Туда возвращаться не надо. А, ой, забыл отключить. Да, бывает. То есть, по идее, научные корабли прикреплены к миссиям. Да, я их не заменил на промышленные корабли. Ну, ничего, ресурсов меньше чуть-чуть добудем. Ну, в принципе, нам должно хватить. У нас прямо с запасом получилось железной руды здесь собрать. И еще есть время для... Пока все не пробудились, еще соберем больше. Так, чиним оставшуюся панель. И забыл в тот раз все-таки. Сказал, что надо починить, и так и починил. Корпус сильно проседает из-за того, что все шлюзы заняты починкой. Может станция развалиться, она тут осталось совсем маленько, надо следить. Так. Успеет, не успеет? Не успеет. Надо паузу сделать. Рисковать не будем, нажмем на паузу, потом дочиним это, в принципе, не так важно. Так, последние аккумуляторы. Это, можно сказать, последняя строчка с аккумуляторами. Ну, будет вверху, но там всего парочку надо построить. А вот полноценная строка, вот это последняя сейчас. И вот 2 единички наверх, все. Так, железо почти собрали. Перелететь полевее бы желательно, потому что там у нас центр добычи будет. Здесь остатки сейчас соберут, и технология готова. Так, что дальше будем лабораторию, да? Нет? Да. Лаборатория у нас надо прокачивать лабораторию на скорость исследования. То есть все важные технологии мы уже в принципе получили. Вот, и теперь будем только такие чисто для темпа, которые нужны. Так, все, корпус маленько восстановился, и как раз хватит нам восстанавливать солнечную панель. Панель восстановилась. Все. И теперь мы строим следующую панель. Она требует 225 единиц полимеров. Очень большое количество. По сути говоря, почти все наши полимеры сейчас на это пойдут. Так, продолжаем исследовать скорости, чтобы в лаборатории, чтобы технологии быстрее исследовались. В общем, сейчас поставляют ресурсы на шлюз ВКД, но весь фокус в том, что мы не будем строить эту солнечную панель. Она начнет строиться, и мы нажмем на паузу. Задача этого действия в том, чтобы на стройплощадке оказалось 225 единиц полимеров. Вот, во-первых, это хранилище полимеров дармовое. Во-вторых, когда мы в следующем задании будем строить клетку Фарадея, на нее нужно очень много полимеров. У нас 225 полимеров уже будет на стройплощадке. Мы отменим строящуюся солнечную панель, и автоматически эти ресурсы будут использованы для нужной нам постройки. Главное, чтобы она не начала строить и случайно не построилась, а то будет очень обидно. Это сразу провал челленджа. Мне не хватит просто полимеров для прохождения игры. Количество полимеров здесь строго подсчитано. Вот. И как электроники, да и в принципе металл тоже. Там почти получается вот то на то. Так, ну что, тут уже все к завершению идет. Скоро мне скажут, что все, миссия выполнена. Примерно это 2500 человек. Сейчас 2296, да, людей на станции, 2300. То есть еще 200 человек, и в принципе
У меня было 500 на где-то примерно плюс-минус на начало этой миссии, 2000 я разбудил, то есть 2500 примерно получится. Поэтому, зная этот, ориентируясь на этот параметр, да, мы должны успеть здесь демонтировать два здания. Во-первых, это будет сталелитейный комбинат, во-вторых, это будет док. Их нужно заменить на более важные постройки. Ну, как несложно догадаться, это пусковая установка дронов, зондов, извиняюсь, и третий шлюз ВКД, потому что на следующей миссии там уже корпус будет прямо сыпаться. Вот. То есть каждая миссия, она отнимает все больше и больше прочности, да, чем дальше, тем как бы, ну, испытания для корпуса более тяжелые, поэтому двух уже будет мало. Док будет один, все остальное будет именно вспомогательные постройки. Так, все, чтобы не скапливалось. Так, капсулы есть. Ну, их прямо с избытком привезли, но не рассчитал я. Так, в первую очередь, конечно же, мы строим пусковую установку. Что еще там, зонд надо построить, тоже требует времени. И у нас 2400. Все, надо уже нам сейчас... До последнего не хочется сломать этот сталелитейный завод, но один сталелитейный завод очень мало производит стали. Хочется побольше ее произвести, чтобы успеть. Так, тут думаю, куда что распределять, маленько запарился тут, короче. Так, сюда, наверное, полимеры, да, туда полимеры. Так, наверное, или... Так, ладно, накажут, все, надо убирать завод, уже все, времени сейчас может не хватить. Так, сначала отсюда перевезем все ресурсы, которые будут мешать демонтажу. Так, ставим железную... Так, ладно, сначала разбираем. Сейчас ставим железную руду, остатки мусора, электроника, чтобы все сюда пока сгрузилось быстрее. Так, все, миссия уже пройдена, я только строю. Да, ладно, все, полетим с недостроенной постройкой, неважно. Тут надо побыстрее все делать. Так, все готово. Эти все, да, не забываем снести, все уже. Ладно. Все, полетели на следующую миссию. Так, все, мы на миссии. Сразу летим. Так, я что-то не туда нажал. Нажал, отменил. Что-то... Да, не сюда я не хотел. Видимо, волнение, короче. Торопиться надо, видите, каждая секунда здесь это очень серьезно. Так, все, у нас будет только 3 корабля сейчас. Научный. Так, все, капсулу убираем. Быстрее нам нужно построить сталелитейный завод второй. Одного мало, он будет не справляться даже с тем, чтобы металл на ремонт хватало. Так, исследуем залежи железной руды. Все, освобождаем опять под него место. Строим этот завод. Корабль долетел на миссию. Мы ее принимаем. Дороги нужны уже. Так, исследуем все планеты, необходимые для спасения от пиранези. Технология готова. Изучаем следующую. Так, батареи нам нужно добавить еще парочку, чтобы всегда в запасе была энергия. Так, все, корабль изучил. Так, железной руды хватает, все с запасом. Очень хорошо. Так, я металл туда прекратил поставки. Нужно было запас у себя сделать. Ну, сейчас уже можно. 2 завода работают. Они будут обеспечивать как ремонт станции, так и избыток металла для постройки оставшихся аккумуляторов. Так, все, следующая технология. Это склад не нужен. Лед нам уже не нужен, тоже будет. Это тоже ненужный ресурс.
Поэтому склад, где он хранился, мы демонтируем. Запасы воды 900 есть, этого хватит нам с запасом. Так, все, изучили Пиранези. Сейчас пора нам отсюда сваливать, потому что он пробудет, когда он, сейчас если мы возьмем эту миссию, он пробудится прямо на нас и нанесет нам урон корпусу, поэтому нам нужно покинуть его область и уже после этого вызывать Пиранези. Все, пробудился этот дядя. Так, не забываем, что диалоговое окно закрывает всю, раздражает иногда очень сильно. Так, все, зонды нам не нужны, мы теперь производим противоракеты. Так, новый научный корабль. Старый погиб после завершения миссии, а второй научный корабль у нас пока займется добычей очков науки. Так, все у нас. Так, корабль изучил. Кидаем планету. Нам, по сути, очки науки уже как бы и не требуются. То есть все необходимые технологии, они уже есть. Остальные мне они как бы ничего не дадут. Так, все, сбиваем его ракету противоракетой. Так, что у нас дальше? Этот, технология готова. Так, ага, летим к следующей точке. Уже сюжетной точке. Оптимизация. Все, последняя технология. Бой дронов. Мы от них уходим. Так, все, ничего не забыл. Лишний раз перепроверить. Ракетка. Держи противоракетку. Самая простая миссия из всех. То есть, если знаешь как бы алгоритм прохождения, просто ты его выполняешь, все, то есть ничего сложного. Нет такой непредсказуемости, как позапрошлой миссии, да, с этим леденящим этим облаком. Нету вот этого кипиша вот с этими перестановками кораблей, с этой суетой, как вот на прошлой миссии, да. Просто такая человая миссия. Просто так летаешь с одной планеты на другую, летаешь под грозную музыку такую, да. Главное не проворонить здесь, когда дастся задание именно на исследование этого пульсара. Вот. Чем раньше возьмешь, тем быстрее начнешь исследование, тем быстрее ты все провернешь, всю эту цепочку, да, просто если ее не взять своевременно, забыть про нее, она спустя несколько ходов возьмешь, у тебя просто собьется вся схема, поэтому это нужно прям внимательно отслеживать все, а в остальном здесь просто дело техники. Так, вот, видите, все, успели сразу взять. И теперь анализируем пульсар. Пока водички попью. Все равно тут комментировать просто нечего. Ну, я не знаю, то есть эта картинка, она нуждается в комментариях или нет, что здесь происходит. Я ничего не делаю. Я просто смотрю, и когда вот это всплывает окно, я нажимаю на кнопочку пустить
противоракету и сижу дальше. Вот. Зайти, выключил фермы. Ой, фермы, господи, столовые. Включили столовую. Опять сидим, ждем. Ничего не происходит. О, наконец-то полетели дроны. Мы меняем нашу позицию. Летим на следующую планету. Так, этот корабль будет тоже уничтожен, поэтому мы его исключаем и демонтируем все ненужные корабли. Да, то есть ставим заранее, у нас иначе не хватит полимеров, поэтому мы все наши... Вот эта вот табличка, вот что-то делаешь, она вот справа вылазит и... Корабль шахтерский, сейчас Пиранези прямо на него летит. Выживет, не выживет. Выживет. Сколько тут ресурсов? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Так. Им нельзя управлять напрямую, ты можешь управлять только вот такими приоритетами. Все, сюда нельзя, все. Сейчас тогда он, в принципе, должен, да. То есть Пиранези до него не достанет. Так, продолжаем демонтировать корабли. Оставшиеся, так, это все нам не надо. Так, все проанализировали. Так, пока что покидаем и изучаем необходимые технологии. Это клетка Фарадей и зонд Декар. Поэтому я изучал все апгрейды в научной лаборатории, чтобы быстрее изучить вот эти вот именно сюжетные технологии. Демонтируем остальные корабли, получаем за них полимеры. Очередная ракета летит. Так, все, клетка Фарадея готова. Мы заходим эту клетку. Она стоит 480, но 225 у нас уже на стройплощадке. Мы отменяем, и они тут же переносятся в следующую эту постройку, в клетку Фарадея. И осталось довести только 250 там единиц полимера. Долго доводят, поэтому если этого не сделать, то опять же собьется весь тайминг с Пиранези. Вот видите, еще везут 407. Кстати, если бы все 480, это в 2 раза дольше бы было. Так, все, началась постройка клетки Фарадея. Сейчас должны полететь. Лететь ракета, а вот после ракеты уже прилетят опять дроны. Так, все, весь углерод мы переработали, поэтому фабрика полимеров нам уже не потребуется. Мы ее демонтируем. Жесткая просадка по корпусу, даже маленько жестковато на это смотреть. Ну, все хватает, все рассчитано, все хватит. Подготовим и сразу же к следующей точке. Так, 1-0. Все, активируем пульсар. Активируем пульсар через 5 ходов. Все это дело работает. Так, грузовой корабль можем ставить. Я его специально убирал, потому что если бы он разгрузился и полетел опять за этим железом, он бы попал бы в область Пиранези и погиб. Поэтому пока я находился в крайней левой части карты, корабли надо было держать в доке, не выпускать их. Так, демонтируем еще один кораблик. Так, все, шахтеры больше не нужны. Так, 2, 1,9, 1,8, все.
1.7, все, впуск. То есть лететь туда 2 с чем-то хода, поэтому когда 1.8, 1.7 остается до завершения миссии, мы должны стартануть. Именно этот тайминг, он идеально подходит для того, чтобы долететь и не попасться в лапы. Мгм. И все. Еще ракету, сволочь, пустил напоследок. 10 полимеров, между прочим, стоит. Научный корабль тут как тут. Заходит на миссию, и мы туда же летим, потому что без нас там миссия это не закончится. То есть нам нужно лично присутствовать при этом историческом событии. Последний грузовой корабль, что демонтируюсь. У меня этой руды очень много, мне, в принципе, ее собирать-то особо, ну так, на всякий случай. Что-то хотят от меня, не знаю, неважная миссия, ничего не меняет, не знаю. Если никогда не брал другие эти опции, что-то поменяет это или не поменяет, даже не знаю. Всегда беру нижнюю и все, как бы никаких последствий негативных не возникает. Так, все, изучаем последние 3 хода. Вместе. Да, все, демонтировали. Не могли демонтировать окончательно из-за того, что там мусор находился. Поэтому мы выбрали склад мусора и все, освободили стройку. Так вот. Корабль пока довозит остатки железа и руды. Она как раз близко. Как раз, видите, и Пиранези близко, и руда близко. И под конец, знаешь, еще там маленько себе раздобыть рудишки там, ну, почему бы и нет. Страховочная. Чисто. 0. Так, все. И быстро палим отсюда, как можно быстрее. Здесь сделать нечего. Ну, вот мы и дома. Так, первым делом сюда кидаем. Вот почему я прокачивал скорость зондов. Видите, как быстро летит сейчас зонд. Вот это обязательная миссия. Ну, как, без нее, конечно, тоже можно пройти. Но представляете, он летел бы в 3 раза медленнее такое расстояние. А пока он не долетит, я тут ничего делать не могу. Вот. Мне нужно 3 сейчас научных корабля. Так, мы исследуем сразу точку интереса, куда мы отправим один из научных кораблей, чтобы потом не лететь. Вот просто такие миссии, что берется в одной части карты, закрывается в другой части. Поэтому, ну все, летим. Второй рептилоид. Готовь шампусик. Мы летим. Новый год отмечать. 5 ходов, 5 циклов до Нового года осталось, кстати. Встречаем Новый год на орбите рептилоидов. Так, здесь тоже мы ищем ресурсы. Они нужны именно, мы их добывать не будем, они нужны просто как точка закрепления научного корабля, чтобы ему ближе лететь до миссии. Так, ну и в принципе, ну ладно, еще подлетим. Полетел научный корабль. Что у нас тут? Ну, у нас тут все построилось уже. Мы прям перевыполнили план. Обычно это все еще строится в процессе, а тут уже аккумуляторы почти все. Вот. Так, встречаемся с этими штангитами. Так, все, научные корабли на месте. Их отправляем к точке интереса. Тот уже верхний на месте. Этот сейчас полетит, а этот изучает основную миссию. Кстати, где планета? Вы видите планету? Тут мне показали, что я подлетел к планете. Солнце вижу, а планету почему-то забыли. 1 год. Хотел посмотреть, думаю, может там какие-то челноки ко мне летят, там с бухлишком, не знаю. Так, принимаем предложение. Здесь уже переполнение, мы этот мусор очищаем. Почти все достроили.
Склад этот нам уже не потребуется, мы демонтируем. Мы сейчас освобождаем площадь для постройки, ну, финальной постройки. То есть здесь прохождение игры, это именно нужно построить специальное здание. Так, изучаем точку интереса. Этот корабль летит у нас к первой точке нашей. Так, зонд. Жду, когда зонд построится, чтобы вторую точку. Так, это на вторую точку. Так, верхний корабль. Все, быстро летит. Видите, вот сразу, хоп, он рядышком уже летит, сразу на месте. Хоп, и здесь тоже сразу уже долетел. Забираем фрагмент, и последняя точечка осталась у нас. Где она? Ты где она? Господи, под конец уже совсем я забыл. Так, что-то перепроверить захотелось. Почему-то подумал, выбрал первую строчку и что-то испугался аж. Нет, все рассчитано. People of the VVS Tycoon. A new request awaits your attention. Забираем. Третий фрагмент. Так, этот склад нам, в принципе, не нужен. Мы его тоже демонтируем. Уже надо место освобождать под центр биотехнологий. Потихоньку начинаем над этим работать. Все храмы мы изучили. Эти мы демонтируем. Корабли научные нам уже не нужны. А вот полимеры могут пригодиться. Клепать ракетки. Хотя, в принципе, 41 полимер остался на 4 ракеты. Как бы, ну, может не хватить. Лучше пускай будет. Все, технология изучена. Так, демонтируем лабораторию. Она уже не потребуется. Все, она сделала свое дело. Так, ракет. Я забыл поменять зонды, блядь. Табличка эта. Ну, успеем. Ладно, вовремя понял ошибку. Успеем. Так, ну и строим. Так. Все на металл. Все 500 металла требует. Это не шутки. Своими силами мы столько не получим. Нужно демонтировать все, что может демонтироваться, все, что не нужно. Да, не нужно нам ледоплавильня, еда нам не нужна. Это самое. Тут уже без разницы, как бы эти все бунты, волнения, они уже не успеют реализоваться до завершения игры. Так, этот мы тоже док убираем, все там все демонтировать. Так, вот нам далось задание на аккумуляторы, ну потому что, поскольку они у нас построены, нет, вот они, вот это не так, я ошибся. Да, поскольку они у нас уже построены, мы можем, нам уже началась постройка, и мы можем демонтировать аккумуляторы и получить как раз вот нужное количество металла для постройки. Так, ракету пускаем. $460, 470, 470. Все, постройка начала строиться. Так, тут летит сюда. Не долетит уже никуда. Можно завершающая стадия. Так, железная руда закончилась, железной руды нету. Вот видите, даже не зря я ее собрал, там остатки на предыдущей миссии. Все, начинаем адаптацию.
И сейчас 4 хода обычно это длится, или 5, или 4, не помню. Вот и, в принципе, на этом мы завершим прохождение игры. The Piranesi has launched Это a будет missile targeting 389 ход, да? 389 ходов. Рекорд до этого у меня был 390 ходов. Да, но опять же, ошибки. Там забыл криокапсулы доставить, там забыл там что-то еще сделать, короче. Где-то не оптимизировано, где-то еще острые грани. Короче, есть над чем работать. То есть на самом деле билд как бы все равно еще до идеала не отточен и не завершен, можно сказать. The Piranesi Но has уже в launched a таком виде, missile targeting the Tycoon. считайте, за год долетели до Рема, да, то есть год встречаем Новый год на орбите финальной планеты, по-моему, неплохо. С одним сектором еще. 388 ходов, даже чуть меньше. Вот так вот. Так что вот, смотрим финальный мультфильм. Так что вот такие дела, ребят. 3 месяца делов. 3 месяца ушло на разработку билда, оттачивание, изучение миссий, механик, особенностей, каких-то багов, как они себя ведут, да, проявляют. Сколько матов ушло, сколько нервов ушло, вы не представляете. Я посчитал, посмотрел в стиме, я наиграл то ли 500, то ли 600 часов за 3 месяца. Если так прикинуть, ну это примерно 5-6 часов в день на протяжении 3 месяцев. Каждый день по 5-6 часов. Вот я играл в эту игру. Это не считая времени, которое я потратил на расчеты, на планировщики, билды делать и так далее. Поставьте лайк, что ли, за мои труды. Подписываться не обязательно. Вот. Такие дела. Ну, спасибо всем, кто смотрел. Всем всего хорошего.